Добрый день, любители лоскутного шитья! Сегодня мы с вами сошьем очень интересный блок, который называется «Цветение ананаса». Выглядит он вот так. Размер этого блока получается 23 на 23 сантиметра. Для него нам понадобится 5 квадратов контрастной ткани, у меня в данном случае коричневая, можно взять черную или белую даже. Размер квадратов 9 на 9 сантиметров или 3,5 на 3,5 дюйма. А также понадобятся полоски разноцветной ткани. Чем ярче, тем лучше. Ширина этих полосок 5 сантиметров или 2 дюйма. Итак, приступим. Итак, возьмем 5 квадратов контрастной ткани. На 4 из них начертим диагональ. Берем первый квадрат и к нему с одной и с другой стороны пришьем полоски ткани. Вот так. Лишнее обрежем. Вот что у нас получилось. Теперь возьмем следующие 2 полоски ткани и пришьем с этой стороны и с этой стороны. Вот так. Накладываем наши контрастные квадраты на противоположные стороны блока. Теперь нам надо совместить прочерченную линию диагонали на квадрате вот с уголком вот этого квадрата первого, так, чтобы эти линии совпали, чтобы они лежали на одной линии. Вот я булавочкой накалываю. И второй квадрат делаем так же. Затем идем к машинке и прокладываем строчку по диагонали. Вот проложили строчки по диагонали квадратов, ровно по диагонали. И вот что у нас должно получиться. Теперь вот эту часть надо отрезать. Я предлагаю проложить от диагонали еще одну строчку. Я отступила буквально сантиметр и проложила еще одну строчку. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас получился бонусный блок. Вот такой вот блок еще у нас получится с вами. Потом в конце видео я расскажу вам, куда можно применить эти блоки. Они у нас не пропадут. Обязательно мы их куда-нибудь применим. Даже в тот же проект, даже в этот же проект можно применить. Итак, берем и отрезаем лишние уголки. И вот смотрите, у нас получился вот такой блок. И еще 2 дополнительных. Такой и такой. Теперь к этому блоку опять берем 2 полоски, пришиваем с этой стороны и с этой стороны. Вот так. Пришили по полоске ткани с одной стороны и с другой стороны. И теперь нам надо пришить еще с каждой стороны. С этой стороны и с этой стороны. Пришили оставшиеся полоски ткани. И вот что у нас получилось. Теперь берем еще 2 квадрата контрастной ткани, накладываем вот так вот. Берем булавочку и обязательно совмещаем линию диагонали вот с уголком, вот с этим уголком, чтобы у нас она четко легла на этот уголок диагонали. Накалываем, фиксируем. И также поступаем и на этой стороне. Совместили, зафиксировали. И теперь проложим строчку по диагонали. И не забудем про наши бонусные блоки. И отступив сантиметр от диагонали, проложим еще одну строчку.
Вот какой блок у нас получился. Теперь эти уголочки отрезаем. Вот так вот. И получили еще два дополнительных таких интересных блока. Вот так. То есть у нас получается блок и еще 4 дополнительных блока. Чтобы увидеть цветок ананаса, надо сшить 4 таких блока. Сложить их вот таким образом. Это будет выглядеть вот так. Существует еще один способ, как можно сшить эти блоки. Он заключается в том, что между блоками пришивают полоски тканей. Вот так вот. А сюда квадратик. Вот так. И на готовом изделии это будет выглядеть вот так. Так, что касается бонусных блоков. У нас получились дополнительные вот такие вот квадратики. Из этих квадратов можно сшить, например, кайму для одеяла. Ну, сшивать их вот в такую последовательную цепочку. Располагать так, как вам нравится. Если вам кажется, что кайма недостаточно широка, можно, например, использовать для каймы тогда по 2 треугольника, квадрата. И складывать их каким-то таким вот способом, например. Как-то вот так. И тогда получится вот такая вот красивая кайма на вашем одеяле. А еще вы можете посмотреть некоторые способы на наших эскизах.